Самое обесцененное слово за последние 2 года – это слово «беспрецедентно». Нечто беспрецедентное у нас происходит где-то раз в пару месяцев. Но иногда случаются события побеспрецедентнее других. Все-таки, когда дня не проходит без отставки или посадки какого-нибудь генерала, это совершенно иной уровень беспрецедентности. Единичными-то расправами никого не удивишь, даже на уровне федерального министра. Но чтобы громили ведомство целиком, такого мы еще не видели. Да, мы и сами раньше говорили, что после выборов настанет новая жизнь, и в ней многим из тех, кто был для режима своим, станет несладко. Но масштабы превзошли даже наши ожидания. Происходящее напоминает какой-то гангстерский боевик. Армейскую верхушку мочат буквально с 2 рук, без обеденного перерыва. Это действительно нечто неожиданное, об этом интересно порассуждать. Кажется, в данном случае имеют право на жизнь 3 версии причин происходящего. Причина первая – передел. Минобороны стоит на горе бесплатных денег. 2 года гору разворовывали одни и те же люди, а теперь пришло время честь знать, уступать и делиться. Это очень вероятная версия, но возникает вопрос, а сажать-то зачем? Ну хорошо, пришла новая метла, будет по-новому мести. Надо перенаправить финансовые потоки и навести хоть какой-то, если не порядок, то хотя бы надзор над разграблением российского государства. Но можно же сделать это так, как всю жизнь делали. Потихонечку переводить людей на бессмысленные должности. Кого-то выдавить из министерства куда-нибудь в Совет Федерации или в советники провинциального губернатора. Причем делать это все настолько незаметно, чтобы даже новость никто не потрудился написать. Для простого передела собственности совершенно не обязательно отправлять людей в тюрьму. Просто одних отодвигаешь в сторону от финансовых потоков, а других сажаешь на место первых. Почему вдруг в разгаре 3-го года войны нужно прям настолько интенсивно и, что особенно важно, публично мочить армейское руководство? Причем делать это в таком формате, что даже последнему зэку, который идет на штурм, где его точно убьют, ясно. В Минобороны воруют все и тащат все, что не приколочено. Кажется, что настолько опускать авторитет военного министерства в разгар самой масштабной за 80 лет войны не самое очевидное решение. Поэтому идея об обычном переделе ресурсов хоть и не противоречит фактам, но объясняет не все. Нынешняя кампания передела не первая, не вторая и не 10-я. Из очень крупных можно вспомнить отставку Юрия Лужкова с поста мэра Москвы. Да, Собянин со своим приходом тоже почти полностью зачистил команду предшественника, но никто из них не сел. Поэтому более вероятной кажется следующая версия. Перед нами кампания по дисциплинированию режима. Два года де-факто действовал мораторий на высокопоставленные репрессии, и народец подразболтался во власти. Виданное ли дело? За 2 года даже ни единого губернатора не посадили. Когда такое вообще бывало? Пару месяцев назад мы с вами об этом уже говорили. Путин отнял у элит их образ жизни, завязанный на Запад, а взамен дал не только возможность обогащаться как никогда, но освободил даже от обязанности имитировать соблюдение закона. Теперь чиновникам не нужно публиковать декларацию. Мера совершенно косметическая. Она мало что меняет, но доносит элитам важный месседж. Патриции плебеям ничего не должны. Право воровать сколько сможешь унести – это в России привилегия, которая вполне официально прилагается к должности. Да, на Запад вас в основном больше не пускают. Зато вся страна теперь ваш персональный приусадебный участок. Не заморачивайте себе голову никакими приличиями, тем более декларациями. Понятно, что когда в и без того коррумпированной по уши системе отключают последние тормоза, процесс тихого разграбления страны переходит в стадию мародерства. Люди забывают чувство меры и что такое воровать по чину. Должны же все знать-то, что такое воровать по чину. А тут забыли? В таких случаях нужно проводить большие и яркие кампании с максимально свирепыми расправами. И дело не в том, что казнократство в любых объемах для государства проблема. Это вообще не проблема, это норма. Но нельзя позволять людям путать рамсы. Потому что сегодня чиновник ворует больше положенного или ворует не там и не на том. Сегодня он нарушает эти границы дозволенного и эти воображаемые красные линии. А завтра какие он нарушит? Завтра чиновнику, который решил, что он круче вареных яиц, могут всякие вредные мыслишки в голову полезть. В амбицию впасть такой человек может. Ведь если можно воровать не по понятиям, то можно и задуматься, не должно ли, например, у вашего ведомства стать побольше власти в стране. А то и вообще. Система 2 года раздавала своим людям только пряники. Но так не может продолжаться.
Не может все стоять исключительно на позитивном подкреплении. Теперь всем надо напомнить, что будет, если те зайдут слишком далеко. В этом варианте все очень логично. Даже понятно, почему начали именно с Минобороны. Ведь если можно крутить ласты генералам в разгар войны, то можно все. Никто внутри системы не должен чувствовать себя в безопасности. По сравнению с генералом посреди войны, любой гражданский чиновник, просто мелкий какой-то хрыщ. И если уж с генералами поступают с такой демонстративной жестокостью, то все остальные должны в 10 раз больше думать, так ли они себя ведут. В 10 раз больше стараться не разозлить начальство и уловить все, что оно хочет. Эта версия все объясняет, но есть проблема. Она слишком сложная. Она предполагает наличие настоящего плана и реальной цели, и какого-то центра планирования и реализации этого плана. Наличие всего этого не исключено, но для третьей версии никакого планирования не нужно. Третья версия самая простая. Нельзя бесконечно держать церберов на цепи. Несложно предположить, что за минувшие 2 года вынужденного бездействия чекисты активно копили и засаливали компромат на будущее. Шили дела впрок. Когда же им наконец сказали «фас», все уже было готово. Все дела на людей в больших погонах уже были сшиты. В этом варианте перед нами не спланированная кампания, а просто накопительный эффект. В нормальном случае эти генералы уезжали бы на автозаках раз в квартал, и никто бы особо внимания не обратил. А тут так вышло, что прошедшие 2 года сжались до месяца. В таком случае то, что кажется нам кампанией, на деле нормальное поведение людей, которых 2 года держали на диете, а сейчас привели к шведскому столу. Ну да, они мечут харчи за горизонт и трамбуют в себя еду до заворота кишок. Вполне вероятно, тут то же самое. Силовая машина слишком долго сидела на сухой диете. Не то чтобы машине этой так уж не терпелось поработать, но если она не перемалывает людей, то непонятно, зачем вообще она нужна системе. Вполне реально, что дела обстоят именно так. Проще, чем кажется. Безо всякой идеи, без месседжа, без политического контекста. Просто ведомству надо работать, вот оно и работает. Но здесь возникают вопросы. Как в эту гипотезу вписывается внимание именно к Минобороны? Почему репрессии не размазаны равномерно по всей российской верхушке? А потому что момент удачный. Пока меняется начальство, пока все турбулентно и некому за генералов впрячься, это удобный момент, чтобы продемонстрировать бурную деятельность. Скорее всего, ни одна из 3 наших версий не описывает ситуацию полностью. И при этом ни одна не ошибочна. Вероятно, в какой-то мере задействованы все 3 причины происходящего, и они дополняют друг друга. Гражданам в больших погонах, похоже, повезло попасть в идеальный шторм. Их, безусловно, хотят раскулачить. Конечно, на их примере хотят установить какую-то новую норму и рамки, за которые нельзя выходить. А ко всему этому добавился голод силовой машины, которая теперь только и рада стараться. Сочувствуем. Мы не знаем, как будет выглядеть новая эпоха путинизма. Но так уж вышло, что до вояк ветер перемен долетел в первую очередь. Им наглядно объяснили, эпоха бесконечного счастья закончилась. Для них такие новости тяжелее, чем для кого бы то ни было. Ведь в отличие от всяких журналистов, блогеров и прочих иностранных агентов, военным деваться некуда. Как все происходит у других людей? Посадили Лилию Чанышеву. Все заметные в структурах Алексея Навального люди в течение недели пересекли границу. А что делать генералам, когда сажают их коллег? Что делать генералу, который точно знает, что за ним завтра придут? Податься на гуманитарную визу? Бежать в Грузию, Армению или Дубай? Надо думать, что такая попытка дальше стойки паспортного контроля не зайдет. Если люди, имеющие доступ к гостайне, куда-то и смогут улететь, то только в багажном отсеке самолета в цинковом гробу. Они идеальная мишень для репрессивной кампании. Мишень, которая будет неподвижна до тех пор, пока в нее не прилетит, и генерал не покинет рабочее место в наручниках. Поэтому то, что выглядит на первый взгляд поразительным, выходит после таких рассуждений логичным. Почему прессуют именно генералов? Потому что с них есть что взять, потому что откормленные на войне физиономии идеальные жертвы для показательной расправы, и потому что деваться им некуда, не сбежать, не отбиться. И если наши версии близки к правде, то генерал Апат — это не новость одного месяца. Погром не только не замедлится или не остановится, он будет продолжаться дальше, причем с большей силой. На огромном финансовом ресурсе сидят беспомощные люди, за которых никто не готов впрягаться. Слишком уж сладкий корм, чтобы так просто их в покое оставить.
Процесс идет очень хорошо и бодро, непонятно, с чего бы ему тормозить. Есть ли в происходящем какая-то мораль? Есть, но не для нас с вами. Мораль тут очень проста. Дорогие друзья, когда вы сами бандиты и на бандитов работаете, то имейте в виду, что подобные люди всегда ведут себя соответственным образом. Сами для себя и своих коллег они гораздо опаснее, чем для мирного населения. Совершенно не надо удивляться, что в конечном итоге с вами расправились именно так, как у бандитов принято. Если конкретно в эту репрессивную кампанию вам пока башку не снесли, то значит снесут в следующую. Потому что заниматься преступной деятельностью, разворовывать государственную казну, вести захватническую войну – все это для жизни чрезвычайно опасно. Вы, дорогие граждане в высоких кабинетах и больших погонах, получаете ровно то, о чем все предупреждали. И пока у власти Владимир Путин, это не прекратится. Вам придется жить, оглядываясь, просыпаясь от малейшего шороха за дверью. И жить вам придется так до тех пор, пока не придут и за вами. Или пока в России не начнутся реальные перемены. До завтра.